Добрый день, дорогие весы! Добро пожаловать на мой канал. И это ваш гороскоп на лето 2026 года. Да, фактически у нас осталось уже август и сентябрь астрономического лета. Астрономическая осень начнется 22-23 сентября. Все зависит от того, в какой части нашей планеты вы будете эту астрономическую осень встречать. Но прошу вас, не волнуйтесь, мы, естественно, забежим вперед и фактически спланируем 2026 год до конца, для того, чтобы у вас было настроение и понимание, для чего сейчас все это в мире вот так происходит и что же с этим совсем делать дальше. Да, дорогие, это общий гороскоп, но я, как обычно, буду рассказывать информацию по декадам, поэтому запаситесь терпением, информации будет много. Главное, чтобы вы хорошо сориентировались, что же все-таки делать далее. Потому что событий во всем мире становится все больше и больше, и меньше их, дорогие, не станет. Этот гороскоп можно смотреть как по Солнцу, так и по асценденту. Если вы смотрите по Солнцу, то весы первой декады – это все те, кто родился в сентябре. Весы второй декады, если вы родились с 1 по 10 октября. И весы третьей декады, если вы родились с 11 октября и до знака зодиака Скорпион. Если вы смотрите это видео по асценденту, тогда 30 градусов знака весы делите на 3 равных отрезка. И если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20 градус, это вторая декада. И если ваш асцендент попадает с 21 по 30 градус, тогда вы третья декада весов по асценденту. Ну а если вы смотрите по асценденту и информация не сходится, либо соответствует ваше настроение соседней декаде, значит, что-то не так со временем вашего рождения. Либо вам неправильно поставили в роддоме бирочку, либо часы сбились, опаздывали, либо уходили вперед. И нужно делать ректификацию, потому что именно с асцендентом может не совпадать время. И очень часто бирочное время на 5, 10, 15, а то и 30 минут бывает задерживается. Ну что, дорогие, готовы? Поехали. У нас уже август, и да, у нас в августе коридор затмений. Вы спросите меня, насколько ли он кармичен. Вообще карма – это результат наших прошлых действий. И, естественно, в такие эмоциональные периоды, как коридор затмений, мы всегда остро реагируем на какие-то события, ситуации в нашей жизни. Начинается он у нас 12 августа, заканчивается 28 августа. Это растущий лунный цикл. И да, очень много получится в этот период сделать, но все будет определять ваши планы, цели и желания. Потому что мой гороскоп может быть просто красивая история, если вы вообще ничего не собрались делать. Понимаете, о чем я говорю? А так это, да, эмоциональный период в наших жизнях, потому что начинается с новолуния, эмоциональный период, заканчивается полнолунием. То есть солнечное затмение и лунное затмение. Будет ли это влиять на весов? Естественно, заденет в прямом смысле. Здесь о чем? Конечно, мы уже сейчас в августе чувствуем это настроение, что что-то грядет такое большое, масштабное, но забегу вперед, точнее отмотаем немножко назад. Все те события, которые у вас были во второй половине июня и июля, вот сейчас в начале августа нужно проанализировать, что же такого случилось в жизни вообще всех весов, потому что весь июль это такой месяц на максимальной приземленности и практичности должен быть у весов, потому что ваш управитель до сих пор до 7 августа будет идти по знаку Девы, а здесь нужно быть максимально честными, приземленными в финансах и в отношениях. Захочется, конечно, красивой картинки, захочется вот как-то вот, чтобы вот оно было максимально так ярко, заметно, броско, с эмоциями. Но опять же, Венера, ваш управитель, это я сейчас всем 3 декадам говорю, находится в квадратуре с Марсом весь месяц июль. То есть это состояние, когда в нас воюет мужское и женское, когда в прямом смысле мы не можем со своими эмоциями, чувствами договориться. Сегодня хочется быть максимально приземленными, меркантильными, прагматичными, практичными, а завтра хочется все это бросить, уйти тусоваться, потратить все деньги и не думать о будущем. Максимально такой неравнодушный аспект, который может в августе сместиться совершенно на другие эмоции, потому что у нас 7 августа Венера переходит в знак
Весы и становятся в оппозицию с Нептуном. И это, естественно, момент, когда добавляются больше иллюзорной истории, желания романтики, такого флера. В чем здесь история? Захочется очень много либо кому-то довериться, либо доверить свои финансы. Здесь будьте аккуратны, аспект, когда можно попасться на мошенников, потратить свои деньги на какую-то красивую картинку, при всем при этом потом оказаться в разочаровании, потому что вторая половина августа у нас Венера распадается аспект с Нептуном и сходится оппозиция с Сатурном. А Венера-Сатурн это всегда такая максимально честная и приземленная история, когда у нас в кошельке ноль, когда у нас дефицит финансов, когда в отношениях, если мы ушли в какие-то иллюзорные романтические истории, и мы устали от какой-то своей бытовой, обычной жизни, то здесь, конечно же, будет такая приземленность и понимание, что во всех отношениях у нас всегда наступает момент бытовой. То есть, когда заканчивается такой флер романтики, то есть дым сходит красивый, да, и мы остаемся вот в такой обыденности. То есть это нужно тоже понимать, что вторая половина августа, она будет честной, максимально приземленной. Здесь мы посмотрим на свои силы. Поэтому, дорогие весы, первой, второй, третьей декады, будьте аккуратны со своими такими эмоциями и желаниями, потому что я сейчас рассказала информацию по управителю, и это, ну давай, ну что, иди, злит. И это история, в которой не нужно уходить в какие-то моменты, в которых мы потом будем сожалеть. Поэтому считайте свои финансы, решайте свои недоговоренности и все те вопросики, которые могут быть в отношениях, вот все равно пришла, зачем нужно было вот так столько внимания на себя оттягивать. И да, потому что у нас после августа наступает период, когда Венера переходит в знак Скорпиона, и она это делает в квадратуре с Плутоном. И после, дорогие весы, в ваши дни рождения у нас включается период ретроградной Венеры. То есть ваш единственный управитель с 3 октября по 14 ноября будет в ретроградном движении, сначала в Скорпионе, потом опять в знаке Весы. И фактически до конца 2026 года Венера будет опять находиться в знаке Скорпиона. И это по факту напряженная позиция, когда захочется спорить, ругаться, отвоевывать свои финансы в прямом смысле этого слова, либо воевать в отношениях. Поэтому желательно вот решить все свои моменты и вопросики до наступления по факту коридора затмений, который сейчас у нас будет в августе. И да, вот эти 2 недели августа, чуть меньше, у нас как раз-таки еще проходит влияние от ретроградного Меркурия июль, то есть вторая половина июня, июль, весы второй и третьей декады. Вспомните на все противоречия, вопросы, все, что было не сделано вами, связано с финансами, связанными в своих отношениях. Вот здесь постарайтесь договориться, чтобы не случились такие моменты вспышки ярости, выяснения отношений в августе, вот эти 2 недели с 12 по 28 августа, и потом уже сентябрь и октябрь, потому что время для выяснения отношений будет как раз такое, чтобы разойтись, развестись, начать раздел имущества, и очень множество напряженных аспектов туда будет стекаться. Поэтому, конечно, сейчас мы с вами находимся в том моменте, когда лучше всего и о финансах своих точно так же позаботиться, чтобы не уходить в какие-то такие иллюзорные моменты, в которых можно потом просесть. Будьте максимально честными и четкими в своих финансах. Не надо уходить в историю, что я где-то там потом когда-то заработаю, отобью и все у меня получится. Смотрите сейчас по своему состоянию, как вы можете это делать. Сейчас скажете, про весов первой декады не сказала.
У весов первой декады ретроградный Меркурий не так будет влиять. Здесь, смотрите, на весов первой декады очень сильно влияет как раз-таки связка Нептун в оппозиции к весам первой декады. Это напряженный аспект максимальных иллюзий, максимального желания романтики, когда хочется красивой картинки, когда сбивается фокус с реальности, здесь вообще по всем сферам жизни. И Уран, который зашел 26 апреля 2026 года в знак Близнецы. То есть он с первой декады Близнецов на первую декаду Весов влияет. И это желание ускорения, резко пойти в свою жизнь, ускориться, сделать максимально быстро, получить быстрый результат. И все вас к этому будет склонять. Но, дорогие, все было бы классно и прозаично, если бы это не было сказкой. И вот здесь Нептун как раз-таки в оппозиции. Это всегда состояние, когда распадается аспект Нептуна, и мы оказываемся в состоянии, что мы очень сильно доверились, поверили в сказку, которой может и не быть. Поэтому еще раз хочу сказать, весы и первой, и второй, и третьей декады, у вас история на это лето и далее туда в осень. Это не верить в сказки. То есть, чтобы сейчас, вот в августе, не довериться каким-то ложным историям, чтобы потом осенью это как раз-таки не разбирать и не уходить в большая часть потеря времени на свои же ошибки. И да, первая неделя августа очень хорошая, яркая, дерзкая для того, чтобы у весов как раз-таки первой декады, да, это если новая работа, то здесь нужно быть максимально приземленными. Здесь расширение масштаба вашей личности еще влияет. Юпитер идет по первой декаде Льва. Это желание переехать, сделать в своей жизни нечто такое большое, классное. В прямом смысле нужно расширять свой финансовый потенциал, масштаб деятельности. Юпитер – это все то, что связано с переездом, улучшением качества вашей жизни, повышением профессионализма. То есть это, если переезд, то из неблагоприятного района города в благоприятный. И если, например, у вас эта история не получилась в июне и в июле у весов первой декады, то в августе это очень хорошая история как раз-таки к продвижению к этому, да, устройство на новую работу. Но здесь опять же, будьте аккуратны, могут быть иллюзорные моменты, в которых вы можете чрезмерно довериться, поверить в сказку и потом сказать себе, что это было как-то очень оптимистично и нереально. Смотрите на реальность больше. Хорошие истории будут со сделкой, связанной с недвижимостью, улучшение качества своей жизни у весов первой декады. Но будьте опять же аккуратны, проверяйте документы, чтобы себя обезопасить. Вот такая история у весов первой декады. Точно так же на вас влияет большой, гигантский аспект, который у нас работает весь июль. Это Юпитер в оппозиции с Плутоном. Здесь для того, чтобы совершить тот скачок в вашей жизни, дорогие весы первой декады, который вы хотите, о котором вы мечтаете, вот тот вот этот большой масштаб и размах своей жизни – для этого нужно измениться, для этого нужно трансформироваться, потому что здесь Плутон в оппозиции с Юпитером. Да, и Плутон, и Юпитер максимально гармонично сейчас влияют на весов первой декады. Это момент, который нужно, конечно же, понимать, но здесь должна быть большая трансформация, потому что это большая такая игра, я бы так сказала, большая сделка. Действительно ли вы ее потянете? Потому что, как показывает жизнь, не все справляются с большим количеством гармоничных аспектов, а у весов первой декады это такой большой рывок вперед. Но из всего из этого есть такая нотка флера, про которую я уже говорила, это оппозиция Нептуна. То есть, когда мы очень сильно заблуждаемся в том, что нам на самом деле надо. Те ли действия ли мы совершаем? Честные они или нечестные? Иллюзорные или нет? Тайные, скрытые? И как потом эта история будет работать для нас. Поэтому для весов первой декады в этом августе и в этом сентябре
Это очень такая мощная история, проверка своего честолюбия. Это факт. Это момент, на что мы способны, насколько аморальные вещи мы можем совершать. И здесь нужно об этом очень хорошо задуматься, особенно на том, что будет сделано в августе, может вернуться бумерангом позже. Да, потому что у нас и Нептун сейчас идет в ретроградном движении, который делает напряженный аспект весам первой декады, и Сатурн идет в ретроградном движении, и он к концу 2026 года вернется в первую декаду Овна и будет делать оппозицию весам первой декады. А это максимальная честная и неприятная встряска к концу календарного 2026 года для весов первой декады. Поэтому смотрите, когда может наступить максимально честный результат. А так, конечно, по другим планетам. Юпитер сейчас в августе говорит: ускоряйся, делай лучшее для своей жизни, улучшай качество своей жизни, повышай профессионализм. Если собрался переезжать, переезжай, включай свою работу, профессию на максимум. Плутон говорит, нужно трансформироваться максимально сильно, вытаскивать свои самые слабые качества, изменять, становиться сильнее. Уран говорит, начинай нечто новое, новая работа, новый круг общения, знакомств, людей. У кого-то это может быть командировка, у кого-то это запуск больших проектов, большие новые связи, контакты. Но опять же, у нас сам по себе Юпитер в оппозиции с Плутоном. Можно сделать такие вещи, в которых можно потерять репутацию. Поэтому здесь аккуратнее весы первой декады. Будьте максимально честолюбивы для того, чтобы не натворить дел. А так, хорошие события по жизни для событий в улучшении своей жизни. Опять же, если это заключение брака и эмоциональные события в своей жизни, то в какой-то момент где-то будет наступать такое некое разочарование. Нептун на оппозиции всегда дает события, когда мы потом разочаруемся. Поэтому максимально честно подходите к выбору своего партнера, не уходите в иллюзорные истории, будьте максимально честны, когда вы заключаете союз, потому что большое количество пар на самом-то деле в этом августе собрались выходить замуж, жениться, на такой период не для всех простой. Не все потянут эту мощную энергию. Поэтому здесь весы первой декады, будьте внимательны в этом августе. Весы второй декады. Ох, дорогие, у вас скажу многое, у вас большой экзамен. Большой экзамен на ответственность. И Сатурн сейчас как раз-таки, хоть и в ретроградном уже движении, он с 26, с 27 июля, все зависит от того, в какой части планеты вы сейчас живете, в западной или восточной, он ушел у нас в ретроградное движение. Будет он находиться в ретроградном движении до начала декабря 2026 года. Это 10-11 декабря, все зависит от того, в какой части планеты вы живете, да, у кого-то 10, у кого-то уже 11. И да, это максимально классный период для улучшения своей финансовой истории и прихода к своей финансовой ответственности. Вообще экзамен для весов второй декады, здесь какие могут быть экзамены? Это истории, связанные как раз-таки с деньгами, либо с их отсутствием. Возвращение долгов, либо же попадание в новые долги. И здесь смотрите, какая история. Если это попадание в новые долги, например, оппозиция с Сатурном к Солнцу, часто бывает на таких кредитах, связанных с недвижимостью. То есть здесь ипотека, кредит на ремонт, на приобретение недвижимости. И это, пожалуй, одна из приятных историй, особенно если у вас долгое время нет жилья, и этот аспект может проиграться именно так. Если вы сидите, бездействуете и ничего не делаете, ждете от меня гармоничных аспектов, то здесь будет такая история того, что придет вот этот момент, когда долги просто нужно возвращать, их будут требовать на невыгодных условиях возвращения, поэтому здесь
момент для того, чтобы прийти к своей финансовой ответственности, и он сейчас в августе будет улучшаться, поэтому если у вас в июне и в июле, дорогие весы, второй декады была такая финансовая история, которая не решалась, вам было сложно ее исправить. Сейчас, конечно, все пойдет гораздо лучше, потому что с начала коридора затмения у нас Юпитер переходит во вторую декаду знака Лев и будет делать гармоничный аспект весам второй декады, а это все то, что я говорила для весов первой декады. Это улучшение качества своей жизни. То есть две социальные планеты вообще в принципе будут в гармоничном аспекте. Это Юпитер и Сатурн, но Сатурн будет заставлять отдавать долги, брать ответственность. И эта ответственность может быть как в качестве приобретения недвижимости, то есть как построение своего фундамента в жизни, как и устройство на новую работу. На работе будет сложно. Если вы берете должность, растете, то это не будет в легкости, я вам не обещаю это. Но Сатурн – это благодарная планета, которая после все равно принесет все те плоды, которые вы хотите и на которые вы рассчитываете. И у весов второй декады эта история уже к концу осени, к концу лета астрономического уже начнет очень сильно, качественно улучшаться. Но если вы уже взялись за эту историю, то у вас уже по итогу августа будет как раз-таки такой хороший рост весы второй декады. Поэтому здесь Сатурн будет заставлять брать ответственность, в работе будет тяжелее для того, чтобы вы максимально проявили свой профессионализм, либо это приобретение недвижимости, тоже нормальная история, которая будет все-таки вас заставлять зарабатывать. Либо у вашей второй половинки резко будет финансовое ухудшение, там, либо увольнение, либо резкое сокращение, либо смена фокуса по жизни и не приход финансов, который заставит зарабатывать у вас. И я не скажу, что это плохо, потому что здесь Юпитер в гармоничном аспекте будет весам второй декады помогать, а это улучшение качества вашей жизни, момент проявить себя, потому что Юпитер идет по знаку Льва, а это всегда показать себя, свои профессиональные качества, сделать так, чтобы вас увидели, заметили. Улучшение качества вашей жизни путем жилищных условий, улучшения жилищных условий, переезд из неблагоприятного района города в благоприятный, либо это командировка по работе, где вы проявите себя лучшим образом. Это вообще, в принципе, такие классные аспекты. Здесь есть минус. На гармоничном аспекте Юпитера нам всегда хочется тратить, нам всегда хочется как-то вот так немножко расслабиться. Не расслабляйтесь этот период весы второй декады. Продуктивный и август, и сентябрь будет ваш. Хоть и поначалу вам будет казаться, ну почему так несправедливо, у меня столько проблем, но эти проблемы для того, чтобы вот так вот улучшилась ваша жизнь, чтобы она стала качественно лучше. И да, здесь могут быть новые отношения, в которых, хочу сказать, что будут тоже свои плюсы у весов второй декады. Здесь возможность и желание не просто к переезду, а к иммиграции, подготовке как раз-таки документов, бюрократические истории. Поэтому хочу сказать, что август у вас будет очень занятный, планируйте свое время и все те дела, которые ранее не хотелось браться, просто вот так в этот август их спланируйте для того, чтобы их выполнить. То есть Юпитер будет давать эту оптимистичную историю, что у вас все получится и будет же на самом деле получаться. То есть это максимально продуктивная история, в которой нужно как раз-таки сделать много. И да, все те моменты, финансовые долги, сделки, которые не двигались, ретроградный Меркурий уже ушел, но он еще в квадратуре с Сатурном и оказывает влияние на весов второй декады, поэтому в августе продолжайте и завершайте все те незаконченные дела, связанные с финансами, долгами, договаривайтесь. Если не получалось это сделать ранее, у вас, дорогие, получится, будет хорошо. И да, тогда сентябрь у вас будет уже совершенно на других началах, то есть совершенно в оптимистичных настроениях, более уверенных, и вы будете просто продолжать свое дело. Конечно, будьте максимально приземленны в своих выборах и решениях, не идите на поводу быстрых
решений, быстрых сделок, потому что, помните, Венера у нас 7 августа будет в оппозиции с Нептуном, а эта история иллюзорная, когда нам хочется верить в быструю, красивую картинку, что все решится как-то само собой. Нет, дорогие, не получится быстро, здесь нужно этот момент прожить, прочувствовать и больше себя в такие сложные финансовые истории вот как никак не помещать. Что касается отношений, здесь, дорогие, будьте тоже приземленны, потому что захочется свои отношения, в которых у вас здесь есть большая интересная история, разменять на что-то быстрое, легкое, ветреное, которое уже во второй половине августа окажется пустышкой, окажется разочарованием и будет такое большое сожаление и чувство одиночества, потому что, помните, вторая половина августа Венера будет находиться в оппозиции с Сатурном. Это всегда такая история. Весы третьей декады. У вас началась очень такая интересная глава вашей жизни. Кармические узлы 27 июля поменяли свою ось и перешли в знаки Водолей, Лев. И начинается как раз-таки этот кармический экзамен с весов третьей декады. Поэтому здесь, дорогие, понимаете, что ваша жизнь на ближайшие полгода будет еще кармический гороскоп для каждого знака зодиака в середине августа, поэтому здесь ждите для себя свое видео, потому что это фактически прогноз на 1,5 года. И да, весы третьей декады. Начинается такой большой, мощный для вас экзамен движения в новую жизнь. Но опять же, северный узел у нас в Водолее, южный во Льве. Для того, чтобы максимально ускориться и приблизить то будущее, которое вы хотите, во-первых, здесь нужно задвинуть свою гордыню и подальше. Во-вторых, здесь нужно закрыть все прошлые и старые истории и прийти к той самой ответственности, которой не очень-то хочется приходить, но тем не менее. Хочу сказать, что было бы отлично разобраться сейчас со всеми долгами, желанием не приходить к той самой ответственности, вот именно в самом начале сейчас, для того, чтобы весной 2027 года в вашу жизнь стало приходить невероятное количество потрясающих возможностей, потому что там еще Сатурн перейдет в третью декаду Овна, а это либо дефициты, либо финансовая нестабильность, усиление долговых историй. Поэтому, конечно же, там не хочется все это. Хочется на аспекте Сатурна получать больше плюшек, больше возможностей, больше радости, чего вам, естественно, и желаю. И там еще Юпитер будет в третьей декаде Льва, и это фактически первая половина 2027 года, когда множество возможностей будет у вас. Поэтому завершайте сейчас в этом августе все вопросы, связанные с вашими долговыми обязательствами. Это долги ментальные, финансовые, да, то есть это данные обещания, это финансовая несостоятельность. Закрывайте эту историю сейчас, потому что потом она будет стоить дороже. И если забегать вперед, то у нас сейчас Юпитер до июля 2027 года находится в знаке Льва. И потом он перейдет в знак Девы. Если мы отмотаем историю, то каждые 12 лет у нас Юпитер проходит по знаку Девы. И все те года, в которых у нас Юпитер находился в знаке Девы, это были года мировых дефицитов, финансовых сложностей, сложное решение финансовых вопросов. Поэтому, дорогие весы третьей декады, так забегаю вперед, очень сильно вперед, и для того, чтобы в 2027 году не столкнуться с такими большими финансовыми вопросиками, было бы очень хорошо, если бы вы сейчас эту историю в своей жизни уладили, и потом на аспекте Сатурна у вас был бы просто тот самый продуктивный рост, на который вы рассчитываете. Это будет очень классная такая история. История с приобретением недвижимости, опять же, улучшение качества своей жизни. Но для этого, конечно же, нужно в прямом смысле понять свои приоритеты. Так вот, кармические узлы будут задавать максимально честный экзамен, чего же я все-таки хочу от своей жизни.
куда я иду, кем я хочу стать, когда вырасту, масштаб моей личности, и неважно, 20, 30, 40 вам лет или 50, в 57 это история вообще таких больших переоценок ценностей. И здесь нужно эту историю, дорогие весы, третьей декады понимать уже сейчас в этом августе, потому что август у нас заряженный. Для вас тоже очень большой момент в жизни, но придете вы к этому осознанию, большому, яркому, к началу октября 2026 года, поэтому здесь, конечно же, будьте аккуратны в том, чтобы не потерять фактически 2 месяца в своей жизни на моменты сомнений. Кем же я хочу стать, какую планку я хочу взять, когда вырасту, сколько мне еще расти. Основная сложность и заблуждение, что нам всегда кажется, что у нас еще все будет. И вот у нас мы себе оставляем такой большой промежуток времени на сомнение, выбор. Мы фактически внутри с собой торгуемся, пытаемся что-то где-то решить, кому-то что-то доказать, а по факту нужно просто делать. Поэтому, дорогие весы третьей декады, у вас в этом августе, вот в начале августа сейчас есть такой момент, когда хочется спорить, кому-то что-то доказывать, ни за что не отвечать. Завершает в первую неделю августа Марс свой проход по третьей декаде Близнецов, и он находится в квадратуре с Венерой. А это история, когда мы не можем что-то решить, понять, осознать для себя, чего же мы хотим. То есть здесь нужно просто определиться. Мы берем вот эту планку в своей жизни, весы третьей декады, или мы опускаемся ниже, или нам вообще, в принципе, это очень сильно не нужно подниматься вот сюда, мы хотим быть здесь. И это нужно очень четко понимать, дорогие, для того, чтобы не тратить очень много сил на ближайшие несколько лет. Потому что можно вписаться в какую-то красивую иллюзорную историю, картинку, что вот мы хотим жить так, ярко, красиво, интересно, но по факту абсолютно ей не соответствовать. То есть не иметь тех компетенций, не двигаться настолько. То есть если вы хотите зарабатывать больше, то мотор вашей жизни должен быть очень активный. То есть это постоянно не сидеть на месте. А лежать на диване и думать о высоком, вот так не получится. Поэтому у вас август и этот коридор затмений по факту эта история вашего самоопределения, чего же вы хотите. Я не смогу это сделать за вас. Это каждый решает сам в своей жизни, чего же вы хотите. Естественно, если вы идете дальше, идете в нечто такое большое, яркое, интересное, тогда у вас на увеличение идет ваша жизнь, и уже в августе вы начинаете что-то делать. Но опять же, здесь нужно разобраться со своими страхами. До 13 сентября у нас Лилит идет по третьей декаде Стрельца, а это страх у весов третьей декады. Могу ли я, не могу ли я, достоин, недостоин своего масштаба, успеха. Я боюсь, что у меня получится, я боюсь, что меня осудят. Кто-то боится своей популярности, представляете? Кто-то боится, что получится, потому что тогда придется менять большой круг общения людей, потому что те друзья, с которыми мы выросли, они уже не понимают наших принципов, да, они не понимают, для чего мы вот это вот все делаем, для чего нам нужно, например, зарабатывать, иметь, например, большую квартиру, дом, иметь свою профессию, либо становиться в профессии лучше, строить карьеру. Не все это могут понять, и здесь не потому, что кто-то плохой человек, нет, просто у каждого своя цель в жизни, у каждого есть свой определенный уровень, в котором ему комфортно. И не всегда нужно ломать себя и жестко переделывать для того, чтобы соответствовать чему-то. Поэтому здесь у весов третьей декады большой такой мощный экзамен самоопределения в этом августе, но здесь не будьте ведомыми, будьте максимально честными с собой. Вот это внутреннее чувство у вас должно быть. А счастлив ли я сейчас? Что делает меня счастливым в этом моменте? Хорошо ли мне или нет? Или что бы я ни делал, я несчастлив. Почему? Это такой достаточно серьезный момент, в котором нужно идти в новое, но новое не будет получаться. У весов третьей декады в этом августе еще нужно научиться жить по-новому, когда старые привычки уже не работают, неинтересны, старая работа, старый бизнес, оно уже не радует. И здесь нужно, естественно, включаться в новую жизнь
и понимать, чего же вы все-таки хотите. Для этого нужно делать много, постараться не ругаться с близкими людьми, кто вас ценит, кто за вас горой. А очень сильно захочется как-то доказать свою правоту, захочется сказать, что я все знаю лучше, поэтому снимайте шапку Мономаха, дорогие весы третьей декады в этом августе. Понимайте, что где-то вы не правы, решайте спорные вопросы, не уходите в негатив, он вам никак вообще не поможет. Постарайтесь быть дипломатами в решении своих накопившихся вопросами. И да, август это такой месяц, в котором вы сможете закрыть множество нерешенных ранее вопросов, понять, чего же вы хотите, начать делать, двигаться в своей жизни, и тогда на самом деле получится. Вы спросите меня про коридор затмений. Он начинается у нас 12 августа. Начинается на гармоничных аспектах. Вообще всем весам включается такой большой мощный толчок движения в рост. У весов первой декады это такая эмоциональная нестабильность, желание большего, желание расширения. Здесь будьте аккуратны, потому что Плутон может двигать трансформации, но Плутон сам по себе в оппозиции еще с Юпитером и Меркурием, который уже не ретроградный, он после ретроградного движения, здесь захочется пустить пыль в глаза, ярко о себе как-то сказать, но нужно выдерживать эту большую, мощную такую энергию, поэтому весы первой декады, если вы решили выйти на публику, будьте эмоционально стабильны, если вы решили заявить о себе, понимайте, что это такой сложный труд, не уходите в легкие иллюзорные истории, они могут закончиться не так красиво, как начались. Будьте максимально приземленными. Конечно, хорошая история к приобретению автомобиля, к старту новой работы, новая деятельность, включение вообще полностью в жизнь, как раз-таки с этим коридором затмения. У весов второй декады это максимально классная история продуктивности. Юпитер переходит во вторую декаду знака Льва, становится в гармоничный аспект с Сатурном, он заставляет через долги, через неприятные моменты влиять на весов второй декады, чтобы вы улучшали качество своей жизни. Здесь чувствуйте, идите по интуиции, осязаемости, но не будьте манки на красивую картинку. Красивая картинка будет размывать фокус. Будьте максимально приземленными. Лучше синица в руках, вот здесь, да, чем что-то когда-то выстрелить туда дальше. Будьте максимально приземлены, весы второй декады. Весы третьей декады. У вас вопрос связан, конечно же, если вы решили пойти в нечто новое и взять планку выше, здесь делайте. Чувствуйте по интуиции, сканируйте обстановку. Марс входит в первую декаду знака Рак, в кармических узлах, в гармоничных аспектах. Здесь нужно идти по чутью, чувствовать ситуацию, чувствовать себя, готовы ли вы, не готовы сделать вот этот скачок вперед, рост. Но здесь не сколько урывками нужно делать свою деятельность, постарайтесь стабилизировать максимально, чтобы это было мягко, понятно. Не все сразу, захочется сразу стартануть и очень много сил потратить. Разберите в своих страхах, разберитесь в своих волнениях, уберите вот эти качели очень резких действий, они могут сбивать ваш фокус. Начинается коридор затмений с новолуния во Льве. Очень хорошая история для весов и первой, и второй, и третьей декады. О себе заявить, начать действовать по-новому, как будто заново выстраивая свою жизнь, хоть это и последний фактически месяц перед вашим днем рождения, это всегда, как правило, подведение итогов. Поэтому завершайте свои прошлые старые дела неопределенности. У весов первой декады это движение вперед. Однозначно движение вперед, но идеального не обещаю. Закончится коридор затмений 28 августа. Это полнолуние в рыбах. Это очень эмоциональное полнолуние. На кого будет влиять? На весов первой декады будет влиять через Уран. И здесь все зависит от того, сколько сил вы потратили на свои действия. Очень вы можете устать за этот месяц, поэтому здесь будьте аккуратны в своих действиях, давайте себе время отдыха. И опять же, помните, я говорила, да, что не идите на легкий и быстрый результат. Поэтому здесь может быть такая разочаровывающая история у весов первой декады. Почему у меня все не получилось вот так просто за один месяц сделать?
Потому что мы всего лишь люди. Мы всего лишь песчинка в этом гигантском потоке времени, и у нас не обязано все получаться идеально и сразу. Эту историю многие, к сожалению, не могут уяснить в своей голове. Мы всего лишь люди, и нужно давать себе момент такого отдыха. И здесь все зависит от честности и соблюдения всех так вообще правил, законов жизни, да, поэтому здесь может наступить либо такой момент усталости, либо разочарования, либо даже желание бросить у весов первой декады. Не надо этого делать, нужно просто таки понимать, что всему нужно время, и здесь будет желание все бросить, уйти в закат, распрощаться с отношениями, с деньгами, вообще с проектами, сказать: все, я устал, я ухожу. Будьте максимально стабильны, дорогие весы первой декады, потому что там еще и Марс с первой декады рака делает квадратуру весам первой декады. А это резкие движения, когда под давлением эмоций хочется все бросить, уйти. Постарайтесь в этот момент приземлиться и честно себе ответить на вопрос, что не бывает быстрых и резких результатов. Поэтому здесь время выдохнуть, отдохнуть, подвести такой небольшой итог своих действий за последние месяцы и немножечко сделать переоценку своих планов, что же все-таки вы будете делать далее. Не уходить в какие-то резкие движения, будьте аккуратны за рулем, будьте вообще внимательны. Конец августа для весов первой декады, он может быть очень таким травмоопасным. Будьте аккуратны, не разрывайте отношения, потому что потом придет момент сожаления, и он наступит уже в октябре, в ноябре 2026 года, когда вы очень сильно будете сожалеть о том, что вы сделали. Ну а декабрь будет такой неприятной вишенкой, поэтому сохраняйте свою стабильность, дорогие весы первой декады. Не уходите в резкие эмоции. Можно наломать дров. Весы второй декады, закончится коридор затмений. Я не хочу сказать, что для вас каким-то сложным финансовым уроком. Если вы были максимально честны и стабильны, тогда закончится для вас понятно. Юпитер еще находится во второй декаде знака Льва. Это максимально позитивная история для такого комфортного улучшения своей жизни. Будьте четкими и честными в финансах. Этот август потрясающая история для закрытия долгов и стабилизации своего финансового состояния. За один день не обещаю, с первой зарплаты не обещаю это все исправить, но просчитывайте наперед. Это та история, которая вам поможет закончить красиво август и перейти в сентябрь. И сентябрь у вас будет тоже потрясающим, если вы будете максимально стабильными и приземленными. А если вы хотите верить только в красивую сказку и в финансах, и в отношениях, тогда, конечно же, и коридор затмений уже будет на разочаровывающих началах, я об этом в начале видео говорила, и сентябрь тоже будет не из приятных. Поэтому максимально честно относитесь к своим эмоциональным финансовым вложениям. Весы третьей декады для вас окончание этого коридора затмений будет как такой, знаете, финальный аккорд ваших эмоциональных состояний, когда долгое время у вас что-то не получалось. Здесь будет, как правило, смена окружения, смена связей, контактов, где-то обнуление. У кого-то это будет резкое увольнение, резкие решения ситуаций, которые, то есть там сокращение. Ситуация, то есть будет вас менять вашу жизнь, такая заставлять что-то начинать по-новому. Сложно будет это принять кому-то, если вы особенно не были к этому готовы. Я поэтому заранее всегда эти моменты говорю не для того, чтобы вы настроились на плохой, для того, чтобы вы были финансово и эмоционально готовы к этим ситуациям. Не распыляли там свои финансы на какие-то ненужные траты, не распыляли свои нервы на какие-то выяснения отношений, в которых вы, в принципе, уже давным-давно вам должно было быть все понятно. Здесь будут очень много неожиданных событий в конце августа у весов третьей декады, что поможет решить максимальная приземленность, потому что Венера будет как раз-таки в третьей декаде весов и в расходящейся оппозиции с Сатурном, а это ключик как раз-таки к решению финансовых вопросиков, это приземлиться,
честно себе сказать, в каком состоянии сейчас моя жизнь, и как я все это решу. А ведь решите, и получится. И да, у нас следом идет сентябрь. И если вы меня спросите, весы третьей декады, когда же будет там хорошо, хочу сказать, что вот после коридора затмений, первая неделя сентября, для весов третьей декады она такая достаточно позитивная. То есть здесь время хороших покупок, то есть это уже последние числа августа, в прямом смысле 30, 31 августа и первая неделя сентября, момент для весов третьей декады, когда захочется отдохнуть, когда захочется так расслабиться, покупки себе какие-то полезные совершить, что-то себе такое купить, сходить на свидание, то есть ни о чем так не думать. Вот если у вас не было этого беззаботного периода, такой небольшой легкости, весам третьей декады, да, то есть это момент для вас здесь. Здесь Венера будет идти по вашей декаде в гармоничном аспекте с Юпитером, поэтому здесь такой период небольшого такого отдыха, расслабления. Конечно же, если вы очень большой период вот этих сложных дел где-то там завершили, либо же поставили их на стоп, потому что далее у нас все, конечно же, будет сходиться. Опять сентябрь. Не обещаю простым и в легкости, особенно, дорогие, если вы смотрели мой записанный в 2025 году гороскоп на 2026 год, я вообще изначально говорила, что 2026 год это уже год, когда у нас начинаются такие большие, мощные изменения, к которым мы, как правило, не готовы, потому что никто до последнего не верил, что мир начнет меняться вот так очень сильно и резко. И если вы сейчас, дорогие весы, и первой, и второй, и третьей декады находитесь в августе и удивляетесь, как же быстро за полгода наша жизнь изменилась, да, связанное с событием, то это только вот такое маленькое начало. Осень 2026 года вот так добавит событий, а 2027 год нам вообще покажется совершенно другим миром, поэтому нам к этому нужно быть максимально готовым. И если разбирать сентябрь, то все события у нас будут сходиться к 11 сентября, не потому что эта дата такая, а потому что у нас новолуние в Деве. И 26 сентября это полнолуние в Овне. Яркое, агрессивное, эмоциональное, еще и Луна в соединении с Нептуном, очень эмоциональное, дерзкое. Кто будет чувствовать, естественно, это будут чувствовать весы. И да, еще событий сентября. К 11 сентября у нас Венера переходит в знак Скорпиона в квадратуре с Плутоном. Моменты финансового влияния, и это не только наше состояние будет такое, это в мире будет борьба за большие деньги, власть, ресурсы и финансы. Она сейчас уже у нас шла в июле, если кто не заметил, да, большие энергетические топливные ресурсы, то есть во всем мире это такая большая схватка, на кого влияет, да на нас, обычных людей, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре эта история никуда не денется, потому что у нас все это время в больших, гигантских, мощных аспектах Плутон, Нептун, Уран, они находятся в классных гармоничных аспектах, когда у каждого есть такой момент показать себя, отвоевать свои ресурсы, получить свое, но для этого нужно стать гораздо мощнее, гораздо сильнее, интеллектуальнее подкованный, стать эмоционально сильнее и перестать реагировать на события, которые происходят, потому что эти события просто станут нашей реальностью, и через год мы уже просто на это не будем реагировать. Понимаете, о чем? Насколько нам нужно закалиться. Итак, 11 сентября Венера в Скорпионе, новолуние в Деве, на кого будет все это влиять. И да, 13-14 сентября все зависит от того, в каком полушарии вы находитесь. У нас Лилит переходит в знак Козерога до 11 июня 2027 года. А это, когда Лилит находится в Стрельце, у нас две грани. Мы хотим все большого, глобального, мощного успеха, либо же нам наоборот все это страшно. Да? И здесь у каждого своя грань. Когда Лилит в Козероге, это борьба за ресурсы, за власть. И это всегда, когда мы теряем свое чистолюбие, мы начинаем играть не по правилам, мы заигрываемся, начинаем пользоваться своей властью, финансами, ресурсами для того, чтобы максимально вести себя нечестно. И да, это всегда, как правило, нам аукнется.
И да, здесь нужно вот эту вот четкую грань начать выдерживаться. У кого-то это страх одиночества, у кого-то это страх остаться без денег, средств к существованию, остаться никем, ни с чем. То есть это такие большие мощные страхи, которые будут заставлять весь мир жить по этим правилам до 11 июня 2027 года. Вот и понимаете, чем будут руководить основные события, приводящие к этому. Это борьба за глобальные финансы. И да, 11 сентября новолуние в Деве, на этот месяц нужно стать максимально приземленными. О чем здесь? В этот же день у нас Меркурий переходит в знак Весы, но в оппозиции с Нептуном. Оппозиция с Нептуном с нами будет длиться 2 недели. Потом будет оппозиция с Сатурном. Момент, когда захочется верить в красивые картинки, обещания, во все сказанное. Но здесь будьте аккуратны, дорогие весы, и первой, и второй, и третьей декады. Венера переходит в знак Скорпиона в квадратуре с Плутоном. Здесь вообще не должно быть никаких иллюзий по поводу финансов и отношений. Здесь уже должно быть вообще, в принципе, все решено, и нужно идти к моменту заработка больше. Но быть максимально приземленными. Считать на ближайший месяц нужно считать новолуние в Деве. Это всегда про подсчеты. И да, следующее новолуние у нас уже будет в начале октября, оно будет в весах, но там другие аспекты. Мы плавно будем идти весь сентябрь к событиям полнолуния 26 сентября. А 26 сентября у нас, на секундочку, полнолуние в Овне, но Луна в соединении с Нептуном. Очень яркое, дерзкое, говорила уже, агрессивное полнолуние, в котором у нас начинают сходиться аспекты. Это аспекты силы. Марс в оппозиции с Плутоном – это всегда такой большой, мощный аспект, еще и в квадратурах с Меркурием, который в весах. Это когда нужно договариваться о финансах, больших финансовых стратегиях, вопросы в бизнесе. Здесь такая очень важная история – выдерживать большие сделки, моменты хорошо закрывать свои долги, вытягивать эту историю. Здесь же еще Солнце будет в весах, но в оппозиции с Нептуном, да, то есть это полнолуние. То есть большой эмоциональный конец сентября, выдерживать большие суммы, большие сделки, большие обещания, которые могут не случиться. Здесь нужно быть дипломатом, уметь договориться там, где ранее не получалось, где мы боимся, где нам страшно.